Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, вот этот ритуал с дьяволической монетой. В принципе, провести можно практикам. А из обычных людей только тем людям, которые не боятся иметь что-то общее, не боятся обращаться к дьяволическому древу. Простым людям, которые захотят провести этот ритуал, я советую просмотреть мою лекцию, прямой эфир «Дьяволическое древо» или «Древо дьявола», чтобы понять, что дьявол – это всего лишь вторая сфера хаоса, и что это не зло, это отдельно существующая сила, точнее, целая система сил, которая существует помимо богов. И дьяволическое древо дает человеку деньги и славу благодаря его таланту и стараниям. И что эти силы не берут у человека кровавые жертвы или жизнь. Им это просто не нужно. Они берут энергией и временем. А энергия и время – это потраченные вами, отданные этим силам откуп за то, чтобы получить благодаря своим талантам, благодаря своим знаниям достойную плату. Хочу вам сказать, что древо дьявола руководит в основном сферой знаний, сферой таланта человека. То есть, выявляя в этот мир талантливого человека, отдавая ему возможность проявить себя, поднимая его, защищая его и помогая ему прославиться, они берут откуп эмоциями, сильными эмоциями восторга, счастья человечества, как подпитку. Если человек писатель, естественно, его почитатели отдают некую силу восторга, некую энергию восторга после чтения его книг и много веков, собственно говоря, не один день, не два. Если человек талантливый, гениальный художник, то каждый раз лицезреть его картины и каждый раз восхищаться и отдавать определенную часть эмоций дьяволическому древу, то есть подпитывая это древо. Вот единственная жертва, что требует, в принципе, у человека дьявол. Его восхищение, его время, его силы, его энергия. А взамен дает ему имущество, славу, взамен защищает этого человека, поднимает и на долгие века его имя оставляет в истории. Согласитесь, что весьма безобидное описание по сравнению с описанием того дьявола, который есть в Библии. Человечество, наверное, придумало себе врага, чтобы свалить на него все свои грязные, недостойные поступки. Да? Это меня дьявол запутал, это дьявол, такой искуситель, меня обманул. Это не я, это черти меня запутали, шайтаны запутали. Для того, чтобы не признавать свои пороки, для того, чтобы не критиковать себя, придумать внешнего врага очень удобно. И последнее, что я хочу вам сказать, что за всю историю человечества, сколько существует человечество, мы слышали следующие... Ага. Вы не увидели, свет померк и включился, представляете? Просто я держала монету, я даже не знаю, в кадре это осталось. Первый раз такое за столько лет. Вот
померк и включился свет при объяснении всего этого. Не знаю, еще раз делается, вы заметите тогда. Да уж. Ну ладно, ничего. Сегодня весь день у меня кто-то включает плиту, отключает. Ну, неудивительно, у меня столько волос мертвецов хранится дома, столько платков, столько старых книг ведьм, которые жили несколько сотен лет до меня. Ну, сами представляете, какие силы здесь ходят. Итак, дорогие друзья, за всю историю человечества мы слышали выкрики, когда убивали крестоносцы во имя Христа. Еще раз. Давайте вот так буду рассказывать, а вы смотрите туда. Когда убивали крестоносцы во имя Христа, да уж, когда убивали с криками во имя Аллаха, когда убивали во имя Бога, но никто никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил: убиваю вас во имя дьявола. И во имя дьявола никто никого не взрывал. И во имя дьявола не начинались войны. Все начиналось во имя Бога. Не так ли? Так который из этих сил более безобидные, судить вам. Если вы свободные люди, если у вас есть разум, то вы сами сделаете выводы. Да, 2 раза свет померк. Я даже не знаю, осталось, нет, показалось. Я потом пересмотрю, как свет померк. Наверное, показалось. Ну ладно. Не, имею в виду, здесь покажется в кадре. Мне-то не показалось, оно померкло. Итак, дорогие друзья, этот ритуал лучше делать практикам, но люди, которые не бьют поклоны, люди, которые не рабы и не овцы, а свободные, люди, которые не боятся просить у второй сферы хаоса помощи и благодаря своему труду подняться. Эти люди могут сделать. Но если есть сомнения и страх, лучше не беритесь. Брать нужно не любую монету, а особенную монету. Есть юбилейные монеты, есть старинные монеты, может быть, царской России. Это банковская монета из серебра с изображением Елизаветы I. Ой, второй, извиняюсь, Елизаветы II английской. То есть особая монета, которая чем-то отличается от других. Необычные деньги, понимаете? Необычные рубли, необычные копейки. А вот что-то такое, что вам понравилось, или вот у вас есть коллекционные, вам подарили, или вы нашли что-то такое невероятно красивую монету, неважно, какого она времени, какого года, неважно, эти деньги сейчас работают или нет, эта монета вам притянет достаток в жизнь. Каждый день вы должны вытащить эту монету либо с черного, значит, все улетело с черного мешочка, либо это пусины, наверное. Наверное, он все-таки схватил, сволочь. Или с кошелька. Читать 6 раз и положить обратно. Желательно сделать темное время суток, потому что в темное время суток особенно активные духи хаоса. Дорогие друзья, это не злые силы. Мироздание делится на 2 части. Темные силы и злые силы. Светлых сил не существует. Так вот, это из сферы темных сил, понимаете? А злые силы, ворота зла, я вам снимала целую лекцию, откройте, посмотрите. Это совершенно иное. Это воронки во Вселенной. Это особые места, где накапливается
зло, где концентрируется зло. И очень часто это зло иногда правит миром, правит через своих ставленников и прочее, прочее. Я там очень подробно объяснила вам. Откройте, посмотрите «Ворота зла» и «Древо дьявола». Прежде чем делать этот ритуал, посмотрите. Вы должны внутри быть согласны с той версией, которую я вам говорю. У вас должно быть, понимаете, соглашение. Вы должны, то есть, вы должны быть в гармонии с этой силой, только тогда она получится. Если вы возьмете, сделаете, а сами будете бояться, сомневаться, не знать и делать только ради того, чтобы деньги получить, у вас не получится. У вас не должно быть страха. Вы должны знать, что вы ничего плохого не делаете. Вы должны понимать, к какой силе вы обращаетесь. Вы должны понимать, что все эти мифы, легенды, придуманные о сатане и прочее, прочее, не что иное, как бред обычный. Точно такой же бред, как люди, которые себя позиционируют ведьмами, говорят, например, «Господи Боже» или «Фортуна Божья, помоги». Божья фортуна не существует. Фортуна сама по себе богиня. Понимаете? То есть человеческая необразованность, абсолютное невежество, темнота в голове, и человек себя ведьмой называет, не понимая, что ведьма подчиняется более древней силе и ничего общего с Божьими фортунами не имеет. Так то же самое, дорогие друзья, и люди, которые считают, и даже целые трактаты есть, зло на земле, как зло пытается захватить мир. Дьявол, наверное, очень счастлив, что его так прямо приписали к каким-то очень там страшным великим силам, а может быть не очень счастлив. На самом деле это всего лишь сила, которая дает знания, деньги, славу. Вот и все. И более ничего. Ключник знаний. Понимаете, не более того. Итак, нужно взять монету в руки, 4 раза прочитать и положить либо в черный мешочек, либо в кошелек. Свет да тьма свидетелями станут. Монетой дьявольской я укрылась, да златом и богатством весь свой век разжилась. Мой каждый день пометится, да деньгами отметится. Пусть цари предо мной сложатся, и каждый мой час мои деньги множатся. Народ мной подивится, никто со мной не справится. Печатью богатства буду отныне отмечена, да на жизнь в достатке повенчана. Сундуки мои полны золота, серебра и каменьев. Сукно и шелка, обновы, меха в мои закрома. Кошели от денег лопнут, столы от явств ломятся. Жизнь моя в достатке, жизнь моя в довольстве, да исполнится. Заклинаю. Итак, это для практиков и для людей смелых, сильных, у которых давно уже нет в голове поповских сказок, которые давно уже определились и поняли, кто они в этом мире, для чего пришли, и которые не боятся просить всего лишь у одной сферы хаоса помощи и достойной, богатой, ну, по крайней мере, жизни в достатке. Всем удачи!